Такое состояние, как будто я просто огромный. 20 или 225 могу толкнуть. И она уже как пушинка летает. А некоторые это не могут до сих пор принять. Это вообще меня напрягает. Как я сейчас набираю вес, это непрофессионально. Я думаю, что за счет этого вес пошел. Много людей, которые позволили сказать себе лишнего. Мне это вообще бесит. Те спортсмены, которым под 30 лет, не актуальны. А чемпион ли ты по жизни? По кайфу. Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная тренировка ног в городе Екатеринбурге. Сейчас я встречусь с Егором, обговорим тренировочную неделю прошедшую вот эту, обговорим планы на следующую неделю. Плодотворно, думаю, сегодня потренируемся. Подписывайтесь, делайте комментарии. Хорошего просмотра! Так что Екатеринбург большой город, и двигаться по нему бывает очень сложно, бывает по часу, по полтора до зала добираемся, поэтому приняли решение найти ближайший самый тренировочный зал. Это оказалось совсем близко, поэтому вот сейчас вот буквально он из своей квартиры уже одетый. Сколько времени идти? 5 минут буквально до зала, через парковочку, именно в этом же доме есть фитнес-зал, в котором можно делать силовые упражнения, такие как приседания, тяги, жимы. Поэтому, чтобы нам не тратить время на передвижение и впустую, поэтому сделали такое дело. Так, буквально 5-10 минут, и мы уже из квартиры и уже в зале, поэтому максимально мало времени тратим на это. Надеюсь, сегодня тренировка будет отличная. Смотрим, следим. Сейчас 104 вешу. Такое состояние, как будто я просто огромный. И у меня в голове лежит, что я 220 или 225 могу толкнуть. И вот эта уверенность, она меня наполняет. Потери силы не будет, потому что я же много лишнего веса наберу. И 107 килограмм я хочу набрать за полгода до соревнований. А ближе к соревнованию, уже декабрь, январь, я буду тренироваться с весом 102-103, но таким мощным проработанным весом. Так, лучше сейчас тогда набирать нормальный вес. Такой, чтобы, блядь, не говнецо вот это какое-нибудь. Лишнее. Набираем. Я вот чувствую, у меня тело само по себе каменное. То есть именно мышцы такие рабочие. И вот сейчас с набором веса 104 килограмма я беру штангу. И вот с груди толкаю, могу поставить 200, сразу поставить 225 и ничего не чувствую. То есть тяжесть пропадает совсем. 96-я категория была для меня родная, но сейчас, когда определенные люди меня промотивировали, Ибрагим Самадов хорошую мотивацию дает. Такой человек, который заставляет набирать вес и доказывать ему, уже не первый раз, потому что все его слова, которые он говорит, он не прав в общем. Я не знаю, мне лично всегда хотелось, чтобы ты реализовался просто как спортсмен. И раз у нас такая ситуация была с этим отстранением от соревнований, просто всегда хотелось вернуться и выступить на международном уровне. Но у нас такая судьба, что я так понимаю, что
постоянно с какими-то сталкиваемся трудностями. То есть задача такая, чтобы поднять именно, опять же, я хочу, чтобы он реализовался, чтобы поднял, блин, максимально хорошие килограммы в своей вот этой тренировочной деятельности, в своей карьере, или как это называется. Поэтому будем стараться максимум вкладывать усилий в то, чтобы лично я не хочу, чтобы он что-то кому-то доказывал, я хочу, чтобы он просто поднял максимум. А там уже как получится. Потому что он уже на самом деле все уже всем доказал. И все уже все это отлично понимают. Просто некоторые это принимают, а некоторые это не могут до сих пор принять. Вот и вся разница. Поэтому ладно, идем, тренируемся. Сегодня большие приседания. Я взял гриф, уже вот все, камень. Многие спрашивают, в чем секрет вообще того, что я так тренируюсь каждый день. Вот посмотрите тонус моих мышц, они всегда готовы. Это вообще меня напрягает. На 8 раз это все делать. Да, сейчас. Да. На 6, на 8 раз меня это вообще бесит. Там сегодня по 2 раза нормально. 260 килограмм. На этом грифе будет гораздо интереснее 260 присесть, чем на лейка или стиле. Я сажусь, он просто внизу тебя приколачивает, и там уже за счет силы встаешь. Ты вот засними гриф, он еще широкий, очень неудобный. Все, кто в теме, понимают, что на олимпийских грифах гораздо легче это все делать. Фу. Ну что, 180 на 5. Короче, все гораздо увереннее идет. Первое время, когда только начинал после чемпионата России тренироваться, все было тяжело. Сейчас штанга легкая. 210 на 4, 240 и 260. Меня часто в сообщениях спрашивают о том, как я сейчас набираю вес. Я вообще не любитель всего этого процесса набора собственного веса. У меня всегда с этим были проблемы, потому что я, когда просыпаюсь, во-первых, я поздно ложусь спать, часа 2-3, раньше просто у меня не получается. И просыпаюсь где-то в часов 11, люблю поспать подольше. И с момента того, как я проснулся, я часто вообще кушать не хочу. И бывает, что на тренировку уезжаю на первую без утреннего приема пищи. А сейчас, когда речь зашла о том, что нужно набирать собственный вес, я начал уделять этому большое внимание. И по утрам семья мне делает кашу, то есть мне кушаю, набираю вес, подключил протеин, креатин. До чемпионата России я этого вообще всего не делал. Многие даже не верят, что я там без спортпитания готовился. Но по сути оно так и есть, потому что мои тренировки построены более на волевом характере. Я люблю постоянно проходиться, люблю что-то себе доказывать. И восстановлению, и приему пищи я должным образом не делаю того внимания этому процессу. А сейчас я этим занялся. Через
силу, заставляю себя кушать постоянно, даже утром позавтракаю хорошо. Затем выпиваю по дороге на тренировку обязательно протеин. Перед тренировкой употребляю креатин. И я думаю, что за счет этого вес пошел, потому что я во многом свой организм в этом плане обделял и больше заставлял его работать без помогающего, вот этих всех витамин. И гораздо легче стал себя чувствовать в плане силы, когда набираю вес больше 100 килограмм. Да, понятно то, что прорабатываться приходится, запыхаешься. Но вот с момента того, как я набрал 102 килограмма и вот этот месяц проработал, сейчас я себя гораздо легче чувствую. И планирую сейчас набрать вес до 107. Также будет сначала тяжело, но я верю в то, что к декабрю будет идеальная форма, будет 102-103 килограмма. И всю вот эту форму, которую я сейчас нарабатываю, заставляя себя кушать, я обязательно воплощу в результат. Потому что выхода у меня нет, все слова сказаны. Кубок страны, мы снова с тренером вернемся. Много людей, которые позволили сказать себе лишнего в отношении меня и сделать поступки, которые мне не понравились. Даже уже на этом весе чувствуется, как уходишь в сет, и отдачки нету. Обычно вот на стиле приседаю, там 220. В сет уходишь, она сама тебя выталкивает. Но после работы на таком грифе и на таких блинах, когда приходишь уже в свой клуб протиборец, все гораздо легче идет. Потому что ту штангу берешь, начинаешь приседать, и она уже как пушинка летает. Поэтому вот это то, что я облегчил себе задачу тем, что я не трачу время на дорогу, не езжу по 1,5 часа в одну сторону, когда пробки в Екатеринбурге. Но тем самым я усложняю себе задачу тем, что я тренируюсь на таком грифе, на таких блинах. Это делает меня сильнее. И когда я уже дойду до своих 300 килограмм, если я встану на таком грифе, то можно будет уже на профессиональном делать 320. Фу. Хорошо. Прорабатываться тяжело. Не, я кайфую вообще от того, что присесть по 2 раза, по разику, по 3. Я больше всего не люблю приседать по 8, по 6 раз. Для меня разминка гораздо идет тяжелее, чем выйти на максималку и там поприседать. Я сторонник больше поднять побольше, но поменьше раз. Хотя в последнее время из-за того, что начал прорабатываться, практикую именно работу на разы. Вышел в рывке, рву по 3, по 4 раза на грудь беру, 3 на грудь, 3 с груди. Именно для того, чтобы проработаться. А в дальнейшем уже, когда вес утрамбую и ближе к декабрю собственный вес будет 123 килограмма, уже буду проходиться по разику, потому что там уже надо будет Кубку России поднимать хорошие результаты. А пока у нас есть время, 3-4 месяца я буду пахать и прорабатываться. Хорошо. Так, ну что, ставим 250 килограмм. Я повторюсь, что я считаю, что в данной ситуации, в которой мы находимся, на сборах сидеть не обязательно, нужно готовиться в домашних условиях. Я это буду говорить постоянно, потому что если нет международных стартов, для чего готовить спортсменов, которым по 30 лет, если мы не знаем, что будет через 5 лет, выпустят ли нас на помост или нет. Я считаю, что те спортсмены, которым под 30 лет, к тому времени они уже будут не актуальны.
а вкладывать деньги для того, чтобы они сейчас занимали первые места, зарабатывали деньги, выигрывая всего лишь своих спортсменов, которые готовятся дома. Ну, в данный момент это несправедливо. Я не говорю о том, что сборную страны нужно убирать совсем, но, по крайней мере, заморозить на то время, пока в стране такая ситуация, что мы не знаем, будут ли международные старты или нет. Это можно было сделать и усилить юниорский и юношеский состав сборной для того, чтобы больше нового поколения готовились в дальнейшем выйти на помост. В принципе, я и не стараюсь, чтобы на мои слова кто-то что-то отвечал, потому что в моих словах правда, они это понимают. И любое слово, которое они говорят в ответ, вот даже старший тренер записал интервью, где говорит, что мое мнение непрофессионально. Да ради бога, это судить не старшему тренеру. Есть люди, которые смотрят, слышат и понимают. Я очень много вижу своих сторонников, которые поддерживают все то, что я говорю. Я знаю, что люди адекватно понимают всю ситуацию. И говорить такому человеку, как я, что мое мнение непрофессионально, это непрофессионально. 250 пока на этом грифе еще не делали. Блин, ну кайфово, кайфово. Мне прям нравится. В седе именно, когда уходишь, очень много сил тратишь на то, чтобы в отдачку попасть, но этой отдачки нету. Гриф просто прогибает туда. По кайфу. Не, реально кайфово. Я и 70 стану. Типа нету такого, что мне тяжело. Корпус, тело, все хорошо себя чувствует. Просто вот говорю, самый тяжелый момент это в седе. В отдачку. Ну и самое главное, что меня люди постоянно спрашивают, для чего я вообще в итоге это все делаю. Пытаюсь ли я найти общий язык как-то с федерацией. Честно, мне не нужны от них деньги. Вот даже я давно уже к этому пришел, что и вот мы с тренером это обсуждали. Там Ибрагим не поставил на ставку. Он забыл, он там проспал и так далее. Но это ничего не меняет в моей подготовке. Я все равно буду тренироваться. Я кайфую от всего, что я делаю. Я прихожу в зал, я готовлю результат. Я вижу там какие-то старты, которые меня интересуют. На данный момент мне интересен кубок, чемпионат России. Я не смотрю на соперников, которых там. Я, как и говорил в своих историях, я не воспринимаю их как соперников, потому что я больше это делаю с кайфом для себя и хочу поднимать результат больше, чем остальные. Тренируясь один, дома, приходя каждый день в зал, готовя результат именно достойный. И быть благодарным себе, своему тренеру, маленькому окружению, которые рядом со мной. И просто, когда придет время, и я не смогу тренироваться, я не буду ни о чем жалеть. Я буду лежать, вспоминать, как я тренировался, как пахал, не сдавался и кайфовал от всего процесса. Да, там, может, финансирование, которое я заслуживаю на данный момент, могло быть гораздо больше, но это никак не поменяет то, к чему я иду. Все равно я выйду на Кубки России. Мне будет без разницы, кто там готовится, кого они подготовят, кого они считают лидером. Я считаю, что я лидер даже из-за того, что я могу что-то сам. Что несмотря на все ставки, даже если их все заберут, я буду тренироваться. В этом и заключается лидерство. Лидерство не строится на том,
что приехал на сборы, получил витамины, просидел 5-6 сборов и выиграл. Чемпион, ну, возможно, для сборной чемпион, для отчета чемпион. А чемпион ли ты по жизни? Я считаю, что чтобы быть чемпионом по жизни, нужно именно мыслить так, как я. Что несмотря ни на что, нужно идти вперед и работать. Я уверен в себе, и я приеду на Кубок страны и сделаю это для своей команды. И мы кайфанем. Я это делаю даже вот на Кубке страны в этом году мы выиграли. Вставали на пьедестал с тренером, и я кайфовал. Мне не нужны были деньги. Я не думал о том, сколько я сейчас заработаю. Я, в принципе, никаких иллюзий не ставил о том, что старший тренер подойдет и скажет: все, ты встаешь на ставке, ты молодец, ты прошел 3 года. Такой тяжелый путь, и мы так рады, что ты вернулся и выиграл. Нет, там все понятно, что разговоры были иные. Но это не имеет никакого значения. Я никак... И вообще я к людям отношусь так, как относятся ко мне. Если они там обижаются на то, что я как-то задеваю их чувства, ну так вы, в принципе, смотрите в свое зеркало. Все то, что вы делаете, это зеркало. И просто в вашу сторону идет ответная реакция. И сам факт, то, что людям не нравится, когда без них что-то человек может. А я могу без людей идти вперед, несмотря ни на что. Наверное, единственное, я это повторяю всегда своему тренеру. Если Миша сегодня позвонит мне и скажет, что я ухожу из спорта и больше не буду тренировать, то я уйду тоже. Потому что мы вместе начали и с этим человеком вместе закончим. Остальные люди никак не могут повлиять на то, что мы делаем. Ну а сейчас будем приседать и готовиться. Говорить можно бесконечно. И как-то вот первое время, когда приседал первые 2 недели, прям тяжело шло. Сейчас как-то все гораздо проще стало. Человек ко всему привыкает. Хорошо, нормально, мне понравилось. Ну что, тренировку на сегодня практически сделали, поприседали по планчику 260 на 2 раза. В общем, подготовкой на данный момент доволен, все как идет спокойно, размеренно, вес собственный потихонечку набирает спортсмен, силовые растут. В дальнейшем, конечно, все это надо будет превращать в килограммы на классических упражнениях, поэтому еще много работы, работаем дальше. Да вообще легко, особенно когда тренер приезжает, все гораздо легче будет. Одному тяжело себя мотивировать. Я как бы и один хорошо тренируюсь, просто у одного это все скучно. Не с кем поделиться планами на будущее. А так интереснее, когда общее дело делаешь, гораздо все проще становится. Ну, я говорю, я стал здоровее, нет, что-то набрал уже 10 килограмм. Такой же мешок, как и был, Только больше, да? только чуть побольше, да. А также такой же неуклюжий рывкач. Буду за счет силы, как раньше это делал. Я, кстати, набирал, когда в Брянске 100 килограмм. Сколько мы вырывали? Ниже колен 176. Поэтому будем надеяться только на силу. Сейчас набрал 107 килограмм. Я думаю, что это даст свои плоды. Так, ну ладно, тренировка, в принципе, я доволен. Нормально идет, вес идет. Веса на штанге растут. Самое главное. Давай, все. А, до свидания. Все, давай, на связи. Всех потренировал основного спортсмена.
Итак, ну, ближайшие планы какие? Следующая неделя будет такая немножко разгрузочная. Через 2 недельки, я думаю, присядем хороший вес. Кто спрашивает, зачем много приседать или там тяги делать? Но тяжелой атлетики показатель силы — это вес на штанге. Поэтому даже в силовых упражнениях это также, естественно, показатель роста ваших возможностей, роста вашей силы. И если мы тем более переходим в другую весовую категорию, естественно, нам нужно набрать мышечную массу. Не барахла какого-то, не говнеца, а именно мышечную массу. Для этого мы, естественно, должны правильно питаться, это в первую очередь, правильно тренироваться, правильно восстанавливаться. И, естественно, рост будет когда возможен, когда мы создаем максимальные усилия на мышцы. Поэтому делаем вот эту работу, которую необходимо сделать на данном этапе именно у Егора. А в дальнейшем, естественно, будем стараться все перекладывать на классические упражнения. Всем удачных тренировок, всем хороших результатов, главное без травм, и всем спорта.